возникает этот магнетизм, то есть у нее вот этот, короче, у меня прям идет вот и лично ее конкретно, ну пока сейчас вот этот вопрос смотрим, это прям вот индивидуальная особенность. Вижу, что встает фигура мужчины, она вообще вся в полумраке стоит, и высвечиваются только глаза. И это как бы не от того, что это мужчина так делает, а это того, что ее восприятие идет вот как прям вот с глаз. Это персональная особенность, индивидуальная особенность данной женщины. Считывание информации, да или нет? Да, считывание информации именно да. Ну, есть как бы можно посмотреть сейчас вот отдельно, абстрагируясь от этой женщины, почему идет вот именно через визуальный такой контакт. А так у нее получается, что она именно считывает так. И магнетизм здесь скорее, она ну, все взаимодействия считывает через глаза, то есть она так информацию читает с человека. И там, где вибрационная состыковка происходит сама по себе, там у нее происходит, вот как она называет, магнетический контакт глазами. Есть еще такая вот фраза, она у меня с этого начала считывание, типа глаза зеркало души. Почему происходит такая интимность, такая создается сразу, такое прямое взаимодействие, когда люди просто вот глаза в глаза смотрят, они как соединяются. Вот это вот, что такое чувствительность очень есть в этом. Резонансная зона глаз. Здесь есть очень чувствительные рецепторы, как бы это вот ни звучало, да, не просто обоняние, а именно рецепторы восприятия, которые, так как они напрямую связаны, ну, все рецепторы с мозгом связаны, а глаза связаны напрямую, дают, как у них такое интересно, что есть связь, не просто картинку, а через картинку мозг считывает вот все мимические, малейшие мимические изменения лица. И происходит как бы считывание информации, это как прогностика такая о том, кто, что и как. То есть именно через глаза, даже если там мы говорим, да, о психологии, да, человек не имеет, не имеет понятия ничего о психологии, о там, психологии жестов и так далее. И все равно в каждом, по большому счету, человеке зашито, а у меня сейчас и в мужчине, и в женщине, да или нет? Нет, что здесь хочу сказать. Восприятие более яркое, оно у женщины, а восприятие через глаза у мужчины, короче, более инстинктивное. То есть мужчина взгляд ловит, прямой взгляд в зрачки, мужчина воспринимает как инстинктивное, ну, желание взаимодействия. То есть у него, у мужчины это куда-то в глубину туда, в глубинное подсознание лупит сразу. Он это воспринимает как призыв самки. Вот если мы говорим о разных полах, если мы говорим, причем это вот туда, в рептильность, куда-то в рептильный мозг, вот туда-то глубоко в инстинкт, это вот прямо, знаешь, у меня сейчас почему-то идет ощущение куда-то в спинной мозг, вот туда. С мужчиной контакт зрачки в зрачки, оно тоже бьет туда же, куда-то в спинной мозг, но здесь уже я прям чувствую внутри, о, это так круто, я внутри прям ощущаю вот этот, у них как вот самцы, когда друг на друга стоят, смотрят, вот делят территорию, вот я прям вот вижу вот эта энергия, она какая-то такого животного, ну, качество где-то вот оттуда, вот внутри, но она такая интересная, она такая бархатистая. Эта энергия, она прям, ну, она энергия силы, то есть она в мужчине рождает, это, знаешь, она классная. Она не просто агрессивная, но она такая вот другая совсем. Какая-то такая очень бурлящая. И вот у него, когда ему мужчина, они вот зрачок в зрачок смотрят, у них прям вот как внутри, вот изнутри у них прям как они такие, я вижу, как, ну, прям как самцы, вот что-то глубинное такое рождается. И вот это
чем дольше они смотрят, тем больше эта энергия начинает как вот, разрастаться, что вот кто кого. То есть тоже такое включается. Ам, это интимное, тоже интимное такое, но рождающее совсем другие эмоции. И эти эмоции, они тоже очень глубинные. Если мужчина смотрит на женщину, женщина смотрит на него, вот этот магнетический, что здесь происходит? Когда вот у мужчины, если его женщина подавлять пытается, есть ли такой взгляд? Но это такой долгий контакт. Вот если это первичный контакт, он такой быстрый, взглядами, да, они, в принципе, вот через глаза считывают, если смотреть на тонком плане, вот это вибрационное, у меня слово идет вибрационное состояние, то есть происходит мгновенное считывание информации, подходим мы или не подходим, привлекаем мы друг друга или не привлекаем, то есть считывается очень большой поток информации бессознательной, который у человека даже на вот в его вот прямое восприятие, там буквально может, ну, какая часть, ну, 40% только у него идет в осознанное восприятие, а вот все остальное это идет как бы как бессознательно, он бессознательно считывает. И в принципе вот в этот момент посыл как бы женщины, мужчина также считывает, с какой целью этот идет посыл, с интереса такого сексуального подтекста, даже если вроде женщина осознанно его как бы не выражает, но подсознательно у нее есть вот эта мотивация, и она считывается. А если у женщины есть как бы вот это агрессивное, но здесь, ты знаешь, интересно так, вот у меня все равно, если даже женщина пытается какое-то подавление проявить через вот это все равно здесь сексуальный подтекст есть. Как бы он ни выражался, и своего рода самка, она как проявляет более сильный характер, требующий более сильного самца. То есть тоже какая-то игра вот этими ролями бессознательная. Вот прям какие-то бессознательные игры вот происходят при коннекте глазами. У женщины тоже, кстати, про женщину я начала говорить. Вот женщина через глаза, она тоже считывает вот это мимикрия какая-то идет слово. Все вот эти мимические действия, минимальные. Мозг, ну, у женщины очень активируется мозг, он у нее прям, вот у мужчины туда в инстинкт куда-то вот в спинной идет, а у женщины активируется вот сам, и она как считывает, у нее один взгляд бросает, и она уже, в принципе, у нее есть понимание, кто, что, куда, как, зачем и почему. То есть тоже считывание идет через глаза, очень быстрое, бессознательное. Здесь вот дальше уже отличается, все люди считывают полную информацию бессознательном, которая идет как бессознательная, и он ее может уже как вот по ощущениям он уже может это воспринимать как ощущение. У него сразу по отношению к этому человеку какие-то внутренние ощущения начинают возникать. А дальше уже разновидность такая есть. Есть у людей, которые вот эту бессознательную информацию, которая там, сколько у нас было, 60%, да, обычные люди, то есть 40 они воспринимают прямую информацию, ну, как бы ее осознанно. А есть люди, у которых то, что уходит в бессознательно, они ее осознанно воспринимают. То есть у них вот это вычленение, это как раз вот такой очень аналитический ум. У меня сразу вот эти все идут, сериал лжец, да, когда он считывает. То есть это есть особенности мозга у человека, восприятие, аналитическое восприятие информации. Такое ощущение, как будто там у него как четкие такие есть в мозге нейронные сети, которые позволяют больше информации оставлять в осознанности и меньше, то есть вот как бы там уже 50-60% идет в осознанности, а все остальное идет бессознательно. С помощью тренировок определенных алгоритмов можно вытренировать свой мозг, когда человек взглядом, вот то, что он видит, и он это у него все остается вот в сознании. Это как вот эта мгновенная память, да, человек посмотрел, запомнил полностью текст, то есть это поддается тренировке. Она как бы у каждого есть эта функция,
она рабочая, но она как в зачаточном состоянии, ее можно прокачать как мышцу. Это есть у каждого человека, эта функция, но опять повторяюсь, опять она в таком зачаточном состоянии. У кого-то эта функция мозга, это уже вот как индивидуальная особенность, она больше развита, и вот какие-то особенности такие. У меня сейчас прилетает, кстати, аутисты дети, да, отличающие, у них как бы они там большие наборы цифр запоминают, расчеты какие-то делают. Вот как бы это тоже сдвиг вот аномальный как вот в развитии, ну что мы для нас считается, на здесь сейчас как его считается как заболеванием, а на самом деле это как раз некие сдвиги в ДНК, в развитии человека, они как вот эту опцию мозга, они ее просто открывают до там 30%, допустим, даже не до, ну, даже не до 50%. И вот он начинает воспринимать. Вот, поэтому все, что идет через глаза, оно воспринимается сразу, быстро и полностью, а уже как человек с этой информацией работает, как его мозг с этой информацией работает, это уже индивидуальная особенность. Максимально он эту информацию воспринимает, либо минимально. Кто-то может, как говорится, вот видит в книгу, как это, смотрю в книгу, вижу фигу, да, смотреть и там не видеть какой-то вот очевидное. Другой подошел, и он увидел столько всего, что на столе лежит, а там этот человек смотрит, он там какие-то даже вещи не замечает. Кстати, вот этот вот взгляд, да, тоже очень хорошо связан с фокусом внимания и с намерением. Есть взаимосвязь взглядов с намерением считать информацию, получить информацию, тогда фокус внимания, он прям вот четко вот на зрительном контактах, и мозг тогда воспринимает очень хорошо всю зрительную информацию через глаза получаемую. Но здесь опять вот у меня сейчас подтягиваются вот эти, что разновидность уже как бы личных особенностей, персональных особенностей восприятия информации либо через глаза, либо тактильность, ну, обонятельные, звуковые рецепторы. Вот в принципе у всех как бы, если брать все рецепторы у человека, которые есть, они, конечно, все в совокупности работают, но у кого-то какая-то часть, она более восприимчивая. Вот тоже есть такие разновидности, но то, что считывается через глаза, это один из самых важных. Почему еще так? Глаза, опять вот я фразу сказала в начале, глаза – зеркало души. Что здесь? Через глаза, вот я сейчас смотрю, это такое ощущение, это как действительно вот наш орган, который позволяет на самом деле увидеть истинность намерения, искренность произносимых фраз и так далее. То есть это тот орган, который работает на 100% искренне. Причем это даже, я сейчас как бы актеров у меня вот всплывают, да, которые вот специально глазки там как-то делают, там мужчин, которые вот эти есть пикаперы, да, которых учат соблазнению женщин. Акцент очень большой идет на глаза, то есть с этим в принципе умеют работать люди, которые своей внешностью там деньги зарабатывают, понимают влияние своей внешности. И самое интересное, что влияние этой внешности, оно именно через глаза идет. Потому что глаза – это вот эта интимная такая зона, которая, как по сути, она является как обнаженной. Вот это как обнаженная часть тела, по которой можно о человеке считать все. То есть, несмотря на то, что можно с помощью глаз манипулировать, когда партнер находится, это можно зафиксировать. То есть эту манипуляцию, ее очевидно видно, если находится человек, ну, в такой в нейтральности и осознанности, и вычленяет элементы, что вот им сейчас пытаются манипулировать, а не находится в эмоциональном воздействии и подвластен вот этому человеку. Сюда же сейчас прилетает гипноз. Что такое гипноз? На кого он действует? Ну, во-первых, действие гипноза, оно обуславливается желанием, ну, пациента, который находится на которого влияют, там, пациент, жертва или как угодно. То есть изначально это определенный типаж человека, и изначально здесь я вижу какие вещи. То есть тут, в принципе, есть склонности и желания,
которые позволяют, а самая базовая эмпатичность, восприимчивость, чувствительность, причем вот это, чем больше человек воспринимает информацию через глаза, но бессознательно, там получается, что восприятие через глаза у человека идет осознанно, там буквально 20%, а вся остальная часть это в бессознательное идет. Поэтому здесь таких людей называют восприимчивые к гипнозу. Или намерение погрузиться в это состояние тоже дает такую вовлеченность сразу на вот этот вот контакт зрительный. Убеждение, ну, это вот все верование в то, что через глаза, значит, тебя сглазить могут, да, как раньше с глаз тоже вот это вот есть эта фраза с глаз. Это, в принципе, как бы почему там очки, ну это я даже не беру про ультрафиолет, а глаза отводят, прячут глаза там и так далее, женщины глаза прячут, потому что, ну, с мужчиной женщина прячет глаза, понятно, даже вот если исламский мир, потому что у мужчины, особенно те, которые очень много ограничений, да, там сексуального характера, у мужчин это все обостренное восприятие идет, ну это там вот, поэтому женщине в патриархальных сообществах там вообще женщины вот эти потупившие взгляд. Вот, это как бы все туда же, потому что в мужчине этот взгляд рождает вот этот вот сильный очень сексуальный инстинкт, с которым, в принципе, ему даже сложно как бы им он у него глушит просто все. У него, когда вот там начинает гореть, у него вот здесь перестает работать. Поэтому это вот все вот очень с этим делом связано. Флаги падают. А за ним там войско стоит, а у него все знаешь, мысли ушли. Где? Кто здесь? Наши все там. Вот типа того. Но это вот если Но как это говорить... влияет, еще был вопрос, как это влияет именно в плане, ну, вот на отношения? Что я здесь могу еще добавить, сказать? Если здесь есть, имеется в виду, если это имеется в виду, можно ли по контакту глазами с мужчиной говорить, что это есть определение своего человека, да или нет? У меня идет такой и да, и нет. Потому что контакт с глазами с мужчиной, опять, во-первых, сейчас я говорю, я уже сказала информацию выше. Изначально, да, вот базово, они рождают по сути и в мужчине, и женщине вот эти инстинкты базовые, привлекающие друг друга. Это бессознательно, если мы говорим про физику все-таки. Если мы говорим, чуть поднимаемся выше и говорим про вибрационный уровень, вибрационная состыковка происходит. То есть тем самым женщина может и мужчина также может через визуальный контакт, но здесь это прям вот состыковка будет, прям вибрационная, да или нет? Нет, это все-таки вибрационная состыковка, она происходит по разным аспектам, и она может действовать как в данный момент, здесь и сейчас, в том состоянии, в котором находятся эти оба субъекта, и они как бы вступают во взаимодействие, потому что на здесь и сейчас они находятся, вибрируют на такой частоте, которая их обоих резонирует. Но это совершенно не значит, у меня вот сейчас я смотрю более высокого плана, вот когда как на вибрационном уровне между мужчиной и женщиной происходит это взаимодействие, здесь уже не важно, контакт у них там глазами или еще что-то. Я вижу, что две фигуры стоит, и между ними, в принципе, вибрационные идут такие вот соединения, и они как бы вот в взаимодействие вступают. Но опять же, это взаимодействие, они вступают, потому что срезонировали по разным, так сказать, аспектам. Вот они соединились, и там разные уровни включаются. Глаза это один, а вот во всем этом глаза это что? Я тебя вижу. Это что? Ну, это как вот этот соединение, как сильное, да, а это сильное соединение восприимчивости, но у меня опять идет почему-то сексуальный подтекст. Вот есть и здесь как привлечение, притяжение полов. Есть вот что-то такое базовое. А вибрационные стыковки, они тоже происходят. Как здесь что еще есть?
Есть ли здесь особенность, когда происходит коннект, визуальный? В чем есть здесь особенность? Вычленяет он как-то своего человека через этот способ, да или нет? Нет. Не вижу. Вижу много. И у меня я вот щас как бы внутри есть ощущение того, что это происходит вот в здесь и сейчас. Вот в здесь и сейчас вот так вот, забалансировались они оба, так они вот срезонировали, и вот они встретились и здесь. Дальше, ну, это опять в здесь и сейчас. Это не, ну, как если я говорила, если имеется в виду, что это будет гарантия того, что они дальше будут вот так же, вот как-то ярко, вот это именно он и так далее. Нет. Это все очень живая структура, и взаимоотношения между мужчиной и женщиной — это очень живое, оно все вибрирует. Вот это само состояние, оно переменчиво, оно может меняться в течение времени. Они могут меняться, потому что люди сами, и тот, и другой, начинают вибрировать, ну, чуть по-разному. У них, у каждой индивидуальной этой пары есть своя, персональная история, почему они взаимодействуют. Не всегда вот это, ну, нет, не вижу я, вот у меня нет, прям не выделяется у меня зона визуального контакта. Первично, первично, вот в толпе вижу вот много людей, мужчина, женщина поворачиваются друг друга, смотрят в глаза, и они как вот считывают. Да, это как первичное, как взаимодействуют, как склейка какая-то происходит. Вот как будто они ходят, и вот раз вдруг глазами увидели и зафиксировали. Но это опять только первичное такое, это дальше включаются вот разные вот эти резонансные частоты, на которых они взаимодействуют. А то, что она говорит: "Вижу, погружаюсь" и так далее, это вот то, что я говорила выше. Это индивидуальная особенность конкретно этого человека. А как этот контакт глазами в следующем влияет на взаимоотношения между людьми? У меня есть внутреннее непонимание этого вопроса. Ну, как контакт, глазами может влиять с людьми? По-разному этот контакт, в зависимости, какая мотивация, какой подтекст, как эти люди вообще вот в плоскости, в каком контексте они встретились. Как может влиять контакт глазами? По-разному он может влиять. Есть магнетические глаза такие, которые, я вот их вижу, которые как жертву прям вот вычленяют. Вот эти, особенно мужская такая, как это, искаженное, так скажем, желание, вот как паук муху. Вот сейчас такая картинка идет. И там женщина, которая вот это опять же та же история, да, она хочет, вот ей, у нее есть некая такая тоже потребность пройти вот этот вот состояние какой-то вот такой абсолютной зависимости, вот все, я отдаю всю себя в твою власть, и она будет говорить про глаза мужчины такие магнетические, что он ее вот как это, как вампирские, когда снимают саги, что там они гипнотизируют глазами жертву и так далее. То есть это такая вот разная поэтизированная еще тематика, сильно очень в обществе поэтизирована, вот это вот все, что с глазами. А почему я вначале сказала базово, да, что в принципе глаза считывают стопроцентную информацию из человека. Вот тут еще какая штука. В этом еще чувствительность. Глаза считывают сразу, потому что есть даже, ну, как каждый по себе может это проверить, что даже когда что-то произошло, у него внутри появляется вот это понимание, но он как это понимание уходит куда-то туда, он его а, закапывает своими какими-то желаниями, иллюзиями, убеждениями негативными, которые у него на тот момент присутствуют, и видит в этом человеке что-то там свою иллюзию, которую он на него наложил. А первоначально-то он с него суть-то считал, потому что первоначально всегда есть некое понимание. Вот если открутить, вот это все снять, в нем это присутствует всегда в этом человеке. Это как раз вот это говорит об этом визуальном восприятии. Но на самом деле у меня здесь такое ощущение, что в принципе тема такая очень ну, большая, глубокая, интересная. Интересное, но здесь больше идет такое от того, что женщина, она более, восприимчива ко всяким вот
нюансам окружающего мира, к нюансам тонких энергий и так далее. Для нее эта тема, она очень чувствительна, она ее больше воспринимает и поэтизирует, романтизирует, и больше акцент на этом делает, обращает на это внимание, нежели, допустим, мужчина. Если бы с позиции мужчины, то у него вот этот вот первый происходит, но у них и это восприятие идет иначе. То есть я сейчас вижу мужчин, которые пользуются этим, это все-таки больше такие, которые маги, у меня такое слово идет, маги или люди, которые как вот уже вовлекаются в какие-то там игрища психологические и понимают вот этот, что такое манипуляция, которые включаются в осознанную манипуляцию. Вот. Либо какие-то вот это типа, когда всякие психические отклонения, есть нарциссизм в психотерапии, вот такого плана. И у людей как инстинктивное есть понимание, они просто видят реакцию другого человека на их взгляд. Некоторые тренируют даже это как-то вот прямой взгляд и воспринимают это. Но опять, это все идет базово вот к тем инстинктивному. То есть у мужчины прямой взгляд, подавление, человек глаза опустил, партнер, все, значит, ты сильнее. Но если вот опять вот к базово туда идет, опять повторяется информация. Ну, тонкий план, вибрационный план, у меня идет ощущение, что это все-таки там много срабатывает рецепторов. Там вообще, в принципе, восприятие вибрационного уровня, там, в принципе, как бы происходит вот это вот, ну, как сближение, как вот резонирование оно там не выделяется именно глазами, органами глаз. Оно все, оно на тонком плане, я вижу, как они, в принципе, вот две вот этих энергетических сущности, они как вот оказываются просто вот друг напротив друга, как в одном вот, в одном пространстве, причем они разные могут быть. Это просто вот они вот так вот, как вихревые потоки, сейчас их вижу, и вот они просто оказываются друг напротив друга. Происходят между ними какие-то вот пересечения. И это не, ну, там все, там не рабо на тонком плане там нет вот этих физических тел. Так, я сейчас вижу вот просто вот структуры энергетические такие. И вот если они резонируют на одной частоте, тогда они вот как бы какое-то время они, как находятся в одном, пространстве, так скажем. Это вот на более высоком уровне я смотрю, если здесь нет коннекта глазами или еще чем-то. В принципе, вот это вибрационное состояние, и если они начинают уже резонировать по-другому, они как-то начинают, ну, так скажем, а, в большей части переходить на разные частоты, они уже начинают как между ними появляется уже расстояние, которое они в принципе преодолеть не могут, они не могут соединиться. Вот все, у них уже как бы есть разность частот, и между ними появляется физическое расстояние. Они вот прям вот, я чувствую, вот прям как нет возможности соединения. Все. И это никак не, это, ну, это вот просто эти энергии. Поэтому на тонком плане вот здесь я не могу вычленить ничего такого, что там глаза, это не глаза, коннект, что он дает. Энергия, вибрация, состояние. На более вот физическом плане, если мы смотрим физический план, то это то, что я сказала. Может ли человек взглядом, магнетическим взглядом менять свою реальность? Да или нет? Нет. Взглядом он не может менять реальность, потому что взглядом он воспринимает эту реальность. А создавать реальность человек может, находясь в определенном вибрационном состоянии, в желании, намерении испытать определенные состояния.
Это орган восприятия, это орган считывания. Считывания. Манипуляция с помощью взгляда возникает тогда, когда человек как бы транслирует, пытается как трансляцию запустить искаженной информации, чтобы как бы считали не то, что он транслирует на самом деле, а что он хочет, чтобы тот человек про него подумал. То есть трансляция глазами, магнетизм — это не буквально трансформация мысли, это как, ну, как банально введение в заблуждение, да. Я глазами так делаю, чтобы он подумал, что я его хочу. Или я глазами так делаю, чтобы он подумал, что я мощная, сильная, а он слабый. И он подчинился моей власти. Здесь нет этого энергетического влияния. Но это мы сейчас комиксы не берем, да, где там лазеры у них в глазах. Она говорит, все очень просто. У меня есть такое внимание, понимание, восприятие, что мы каким-то образом все взаимосвязаны, и через вот этот вот как контакт прямой глазами открывается как некие порталы, и я оказываюсь вместе, ну как, то есть мы оказываемся совместно, не то, что я оказываюсь, а мы оказываемся совместно как в неком новом пространстве, и весь мир, ну то есть условно, то есть весь мир для нас меркнет, и мы оказываемся вот в этом состоянии полной взаимосвязи и взаимодействия. И вот меня интересует вот это вот вибрационные эти взаимодействия, которые происходят в этот момент. Для чего было дано знание про порталы, что человек, как открывается переносится в некий портал. Да. Для чего? Идет как для управления. Кем? Ну, вот для того, чтобы как определенное, как сознательное, ну, как бы, чтобы определенное, как, ну, вот как сказать, определенный ход мысли, чтобы вот, ну, как направление, ну, то есть, чтобы человек там двигался в определенном нужном направлении. Задаю себе вопрос, открываются ли порталы, вот когда люди долго-долго смотрят друг на друга. Открываются, да или нет? Мне идет нет. Угу. Что происходит? Что происходит при длительном вот таком визуальном контакте? Ну, как знаешь, как определенное мозговое, волновое сонастройка идет. Угу. Вот глаза, ну так как это самый, как сказать, самый выраженный мозг, что ли. То есть, ну, глаза это по сути является продолжением мозга. Угу. И здесь, когда люди долго друг на друга смотрят, ну, происходит как сонастройка волновая, и даже они, как знаешь, как вот если у них были разные вибрации, они как будто бы переносят, то есть здесь идет, ну, они как могут выйти в общее пространство, либо может произойти сонастройка в зависимости, то есть здесь вот, как я этот вижу процесс, если это просто, как сказать, без намерения воздействовать, либо каким-то образом влиять. А здесь просто как вот такая, как открытость и желание, ну, как вот ты смотришь как на любимого человека, или там на ребенка, или на своего, ну, близкого, с кем тебе приятно, да, человека. И вот вы как сонастраиваетесь, и вот как происходит некое такое вот взаимодействие, вот, ну, как вибрационное, ну, как сонастройка, как в единое пространство, что ли, вы погружаетесь. Угу. Но здесь что тут еще? Какие вещи здесь происходят? Знаешь, какой у меня вопрос прям просится? Понятно, да, люди начинают резонировать как бы на одной
ну, как друг под друга как подстраиваются, понимание, взаимопонимание по-человечески, Ну можно да, да, сказать, таким что-то образом такое. выстраивается. Но здесь именно когда на доверии, то есть когда есть полное Да. доверие этому процессу, и когда вот нет, Нет нет подтекста либо, да, какого-то. либо нет Мгм. подстройки такой специальной, что вот я хочу там под кого-то, значит, это, Мгм. либо нет манипулятивного какого-то эффекта. Это Воздействие. именно когда на равных, я смотрю, Мгм. когда абсолютное просто, то есть нам друг от друга ничего не надо, и мы вот, нам просто хорошо, и мы, ну вот сама это по себе. Да, Юль, а посмотри, пожалуйста, такая, Мгм. может ли быть с помощью взгляда, как раз манипулятивное, если мы имеем в виду, можно ли, вот мы сейчас зайдем, посмотрим на тонком вибрационном плане, можно ли опустить человека с помощью визуального контакта на более низкие вибрации. Здесь, если вот на кого воздействует, если у него изначально есть условно этот вибрационный уровень. То есть если он, Установка, если есть установка, такая. да-да-да, то есть, Мгм. к примеру, Что там, его могут, да, 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 что, мгм, что ну, он вот может, условно, да, что у воздействие него есть. может через этого. Мгм. Именно мы сейчас про визуальный контакт имеем в виду. Вот именно тонкий вибрационный визуальный контакт. Мы сейчас эти факты не Ну, то есть притягиваем. вообще ничего не, то есть нет никакого Визуально. разговора, У человека ничего, то есть есть просто. знание, что через Мгм. взгляд можно манипулировать. Вот просто ему положили в голову знание. И тут появляется некий человек, который воздействует на него этим взглядом. Вот что будет происходить с этим человеком? Ну, Сможет он сразу подстройка, сразу будет подстройка. Если он верит, что может оказываться такое воздействие, то он сразу подстроится. То под есть он ту станет, вибрацию? да, по Мгм. ту вибрацию, которая ему будет внушаться. А если же у него нет этого убеждения как такового, то на него, ну как, то есть на Как это на него него никак будет это не повлияет, да, воздействовать? абсолютно никак. То есть он просто не, как, ну, во-первых, этот визуальный контакт, скорее всего, в принципе не состоится. Вот. И даже если, к примеру, это, знаешь, как мне сейчас такая идет картинка, что знаешь, есть такая на руках-то борцы, Да-да-да-да. поняла, Ага. да, вот этот Да. армрестлинг или Ага. что это забыла. Да-да-да-да-да. Вот, то есть получается, что, то есть даже если, к примеру, они как на батле, да, вот так вот сидят друг напротив друга, вот Ага. этот манипулятор, ну, скажем так, ну, условно, гипнотизер некий, да, который вот, Ага. вот, и человек, который, ну, скажем так, какая у меня до этого была мысль, что у него нет такого вот, как, ну, нет такого убеждения, что на него кто-то может чем-то повлиять, то, Мгм. соответственно, вот этого контакта, его как бы, ну, оно не произойдет, даже если они друг на друга будут глаза в глаза смотреть. Здесь еще, конечно, вот у меня сразу идет информация, что бывают просто люди, ну, как бы есть очень люди с мощными такими вот как излучением, да, вот Мгм. психическим, и те люди, которые имеют, ну, скажем так, просто более слабые вот эту вот составляющую Восприимчивые. свою, Мгм. но они как бы, нет у них, да, у них нет как бы защиты от этого, что ли, то они вот, если, к примеру, какое-то воздействие подобного рода, ну, когда глаза в глаза там смотрят человеку, то, в принципе, он может, конечно, как бы и, ну, как сказать, Человек оказаться. более слабо чувствует себя более уязвимым просто. У него Ну есть да, то есть какая-то у вот него эта психика, установка, да, 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 психически у него вот эти, как более условно, уязвимой. Мгм. волны вот эти вот, они не такие, как мощные, что ли. И вот это, то есть это в этом случае, если человек очень опытный, там условно какой-то опытный гипнотизер или манипулятор, то он может это, как, ну, по сути, пробить вот это, да. А если человек спокоен и абсолютно понимает, что ничто и никто на него влиять и воздействовать не может, то тогда в этом случае, ну, как бы, ну, просто он поржет, и все, это максимум, Мгм. что произойдет. Мгм. Вот дальше посмотри, в принципе, визуальный контакт между мужчиной и женщиной, о чем он говорит? Вот когда они там раз, глазками зацепились, что происходит в этот момент? Может ли этот визуальный контакт как-то характеризовать их дальнейшие отношения? Говорит прежде всего об открытости к отношениям, а на тонком плане, например, как это я вижу. Но они уже вибрационно определенным образом друг друга как бы друг с другом резонируют, то есть они бы иначе друг друга бы и не смогли заметить, или условно, вот даже находясь рядом, там, ну, сидя там на одной лавочке в электричке, они бы друг друга не увидели. То есть здесь все-таки идет изначально как некое вибрационное, как неравенство, а ну, определенная как сонастройка, и вот этот вот взгляд мимолетный, да, который там случайно произошедший, якобы случайно, но это, в общем, это как продолжение уже того взаимодействия, которое на тонком плане началось уже.
Вот. И здесь, в данном случае, ну, это вот здесь на физике это игра, это, ну, то есть это вот все, что связано с сексуальностью, с ее раскрытием и так далее. То есть здесь вот эти взгляды, они будоражат, и они как в нужное русло, вот прям такой импульс идет в нужное русло. У меня вот, как я вижу его, вот, ну, условно, как, ну, как снизу, да, вот он идет, и такой вот импульс, и вот он пробегает, и сразу включается весь организм, глаза горят, кожа красиво блестит. Ну, то есть все вот это включается. То есть это обычная сексуальность для того, чтобы, по сути, для того, чтобы сделать как это, продолжение рода, в общем, Привлечение. Мгм. реализовать. Да, да, Мгм. да. То есть это для того, чтобы вот, ну, то есть здесь Мгм. уже пошла вот эта вот вещь, ну, как Мгм. для продолжения рода. А что же там дальше у них будет? То есть дальше они уже начнут взаимодействовать, условно, как обнюхиваться и Мгм. так далее, меняться там жидкостями, там поцелуями и всем прочим. И дальше уже как бы, как, ну, понравится им, не понравится, это уже другой вопрос, потому что здесь очень много включается, то есть как человек, вот его, в его физике очень много зашито таких вот вещей, которые вот, ну, он, то есть не все как бы вибрациями определяется, еще определяется вот этими как соотношениями определенных физических составляющих. И здесь даже как на подсознании срабатывает, вот, как хорошее ли будет потомство генетически и так далее. И все это вот выражается вот в этом привлечении с помощью... То есть это вот прям очень сложная система встроенная, которая там связана и с мозгом, и с головным, и там вообще со всей компьютерной системой человека. А что происходит, когда визуальный контакт идет между мужчинами, прямой взгляд? Вызов, конкуренция, желание соперничества, желание проявить себя. То есть такое вот, у меня идет как бой быков, вот что-то такое. Ну, вот сразу такой Мгм. образ пришел. То есть и там реально вот тоже флаги падают, и там как бы вот мозг вот может вот реально отключиться, потому что Мгм. в данном случае как идет вот это вот, тоже как инстинктивно поднимается вот это вот желание как доминировать, вот так вот идет Мгм. такое слово. И здесь уже как бы, то есть либо пан, либо пропал, вот так вот. И в принципе те же самые инстинкты, они заложены, когда речь идет о конкуренции там ну, за самку это понятно, Мгм. конкуренция внутри, например, там, не знаю, как, ну, вот условно, что-то идет такой пример. Статус, за статус. Да, Ну, за статус или, статус, или за ресурс, профессионализм да, за за что-то. какие-то, за Мгм. какие-то там, не знаю, между трейдерами условно, да, вот кто там из них Мгм. лучший. И так, ну, потому что у них вот почему именно вот, ну, в общем, пришел этот пример, потому что у них очень ярко выражено, вот они очень много могут сразу заработать благодаря своим очень быстрым там каким-то решениям и так далее. Здесь нужно очень иметь большие, как железные яйца, чтобы вот в этой сфере работать. Почему? Давай посмотрим. Вот почему в социуме, если мы Не. говорим европейском, да, прямые взгляды Мгм. глаза в глаза долго, они как бы, ну, даже неприличными считают. Если люди мало знакомы, Ну, сейчас. визуальный контакт, он есть, он как бы в обществе Визуальный, да, принят. Да, но визуальный, вот они я прям вот просто, да. зрачки в зрачки, они не смотрят. Как бы ты смотришь на лицо, на это, то есть у тебя должен поддерживать визуальный контакт. Ну, то есть здесь, если, к примеру, здесь я не беру вообще разделение на как на мужчины, женщины с мужчинами, мужчины с женщинами, а просто как вот, ну, некое как сообщество людей, и вот это вот в принципе ну, нет. То есть здесь уже предусматривается как некая интимность, как некое взаимодействие. То есть если я смотрю долго человеку в глаза, то я хочу ему что-то как Что-то сообщить, сказать, что-то да. транслировать ему, да. А он, ну, как бы вот, ну, то есть это просто неловкая ситуация. Это точно то же самое, как о политике говорить. Ну, вот как в обществе, да, то есть это может вызвать определенную неловкость. Поэтому, по большому счету, в обществе, хотя и приняты улыбки и так далее, но вот как принято, как это говорится, small talk, да, когда мы говорим обо всем и ни о чем. То есть здесь, когда вот именно вот этот как визуальный контакт глазами, он предполагает как некое, ну, переход на некий иной уровень общения, а это, ну, как вызывает такое, как, ну, определенное, как сказать, недоумение. И поэтому это не приветствуется, потому что не принято людей как вводить в состояние как неловкости, что ли. Как избегание. У меня сперва пришло слово деликатность, а потом все-таки там под этой деликатностью как избегание конфликтной ситуации. Но опять же, у меня сейчас идет информация, что нельзя в целом всех, вот как в разных местах в Европе, Мгм.
люди ведут себя все-таки по-разному. То есть вот там есть определенные все равно как сообщество людей, в которых есть определенные как законы, которые, они могут быть схожи, но не всегда. Но если в целом говорить, как вот об обществе, не принято, не Мгм. как дурной тон. Это как... Но вот мне сейчас идет такая информация, что когда вот в тех обществах, где женщина, ну, является как равноправным партнером, ну, или, скажем так, когда общество стремится к этому, когда в нем хотя бы возможны такие союзы, в которых женщина является равноправным партнером, то здесь как бы такого и нет требования, чтобы женщина там как-то опустив глаза, там что-то такое вот. Но для мужчины вот этот такой взгляд, сейчас вообще вне контекста, вот просто, да, вот я мужчина, ну, некая там, и женщина просто смотрит, поднимает глаза и смотрит. Ну, это призыв, как призыв к сексуальному контакту, по сути. Что что Взглядом. дает, Мгм. взгляд, за визуальный контакт, вот если так подытожить, резюме такое подвести? Ну, короче, визуальный контакт — это как продолжение вот этого вербального общения, и его очень важная часть и составляющая, потому что это как раз и подтверждает намерение человека при вхождении в этот, как в беседу, в разговор. Потому что слова, и здесь, кстати, с другой, ну, как слова, они, ну, так скажем, очень грубый такой вот инструмент. И здесь, опять же, визуальный контакт, ну, это как в продолжении, он позволяет также как считывать с партнера по беседе, его мимику, его там телом, какие-то движения, что дополняет вот эту вот картину. То есть, по сути, это, в принципе, глаза как таковые, они позволяют вот воспринимать основную как долю информации, плюсом к тому, что говорит человек. Но вот в процессе этого контакта, если есть, вот как рождается это единство, то оно как сродни, как слияние энергосфер, вот что-то такое. То есть возникает такое вот как вибрационное, энергетическое какое-то наслаждение. И вот когда люди смотрят так друг на друга и вот в состоянии доверия, любви, то у них вот, ну, как возникает какое-то неуловимое вот, как сказать, вот такое более высокое ощущение удовольствия, наслаждения. Это, короче, как секс, только вот на тонком плане, что-то такое. В общем, это способность человека настраиваться одного с другим, и также с сообществом и так далее. Это просто встроенная функция. То есть вообще здесь никакой магии нет. То есть это просто есть и все. И кто-то может это более четко ощущать, кто-то делать это на чисто подсознательном уровне. Вот просто вот сам этот контакт глазами, он чем интересен, что это происходит на сознательном уровне и приводит к определенным каким-то неуловимым вещам, ощущениям. И зачастую это возможно только с тем человеком, который близок, с которому ты доверяешь.